Когда мы говорим про Владивосток моего детства, первая фотокарточка условно, нет такой фотокарточки. Яркие цвета, и это, жаркое лето такое, все как будто бы через желтый фильтр. Очень синие цвета, очень красные цвета, очень желтые цвета, зеленые, все такое. Но вообще Владивосток моего детства – это такое прекрасное жаркое лето. Гуляния по страшным районам. Они такие, они не страшные, они неизвестные. И ты такой идешь, чик-чик-чик, там что-то смотришь, новые места, как будто бы каждый раз попадаешь в чуть-чуть другой город. Мне нравится, что он такой молодой, безумный и все время движется. Все время все движется, ничего не останавливается. Струящаяся и бьющая энергия, как пощечина иногда, или он может подойти так в тебя вцепиться, и ты можешь и не вырваться даже. Во всяком случае, можешь его не забыть. Ой, как хорошо. Поесть, если будет дождь, большая площадка, и ты сигаешь на основании сразу. Светлана, когда мы займемся живописью? Прощайте, друзья! Это не олень, это зюбр. Он стоял у нас когда-то в экспозиции, вот теперь у нас просто множество экспонатов из отдела природы находится на реставрации, и теперь он стоит здесь, потому что его сложно куда-то засунуть еще. Бытовало такое мнение когда-то, что художник, вот он создает, потому что ему так захотелось. Ему так вот подуло, там ветер. И вот оно типа искусство. А дизайн, что это вот ты отвечаешь на все вопросы и делаешь то, что хочет заказчик, в данном случае зритель. Мне ни то не совсем подходит. Но тут все шарашит же, классно. Мы хотели прям разное настроение сделать везде. Вася, по идее, Давай, как положено делать. это должно Я не хотел бы заниматься интерьером для какого-то конкретного дяди или тети, которая сама толком ничего не знает и ориентируется только на то, что модно. Большое количество людей, которые приехали из каких-то городов. Вот они пришли в это пространство, например, и оно больше, чем я, и они все больше, чем я. И они унесут чуть-чуть. Это будет для них какой-то интерес. Если вот так пройдет, нет, нахуй, не пройдет. Я все-таки подозреваю, что он должен быть где-то здесь. Это не просто какой-то замшелый интерьер, который когда-то станет старым. Куда же он может быть? Куда же его деть? Это театр-променад чуть-чуть, когда ты можешь или двигаться, и это будет одно, развитие событий внутри пространства, или ты можешь остановиться, никуда не двигаться. У тебя есть выбор. Мне кажется, клево, когда у человека есть выбор. Выставка тоже закончится обязательно, но не закончится. Потому что она останется дальше как впечатление, как вкус любимого человека, запах, который ты, проходя по улице, где-то вдруг почувствуешь, и ты обязательно вспомнишь именно про него. Этот сериал мы снимали в прошлой жизни, от которой
мало что осталось. И когда мы ездили по всей России, искали интересных квир-людей, чтобы рассказать их истории, мы даже не представляли, при каких обстоятельствах мы покажем это кино. И уж точно мы не думали, что всю нашу команду разбросает по всему миру, от Бразилии до Тель-Авива. Я 2 месяца назад оказался в Берлине. И хотя это не первый мой большой переезд, он точно самый тяжелый. Бывали дни, когда я к вечеру не мог уже ни говорить, ни ходить. Вся эта иммиграция мне казалась ужасной ошибкой, а мое будущее абсолютно беспросветным. Тогда я думал, что, кажется, начинается депрессия, и очень боялся этого. Но сейчас я понимаю, что это была здоровая, естественная реакция моего организма на перегрузки. Потому что иммиграция всех, абсолютно без исключения, сбивает с ног. И чтобы встать, тебе нужны какие-то опоры. Например, когда мы наконец сняли здесь квартиру, я помню, стало гораздо легче дышать. Еще мне очень повезло переехать сюда с моим любимым парнем. Говорят, что переезд — это испытание для отношений, но у нас, кажется, все классно. Мы вот даже собираемся пожениться. А еще мне очень повезло, потому что я почти не прерывал психоаналитический процесс. Просто мы с моим аналитиком занимаемся онлайн. Я и раньше был поклонником удаленной терапии, а теперь я просто ее фанат. Потому что именно удаленная психотерапия позволяет тебе не прерывать процесс ни во время иммиграции, ни во время отпуска, ни во время жесткого рабочего графика. И я по-прежнему в этом смысле рекомендую своих друзей сервис онлайн-платформу психотерапии Ясно.Life. У сервиса онлайн-психотерапии Ясно.Life есть несколько очень удобных качеств. Здесь алгоритмы после небольшого опроса подберут и предложат вам наиболее подходящих психологов, а если вам захочется более точно подыскать специалиста, то поможет служба поддержки. Деньги списываются за 12 часов до сессии. Это помогает преодолеть сопротивление, и за сутки вам придет напоминание, чтобы вы точно не пропустили оплаченную консультацию. Важно, что все психологи на платформе обладают как минимум 3-летним стажем практики и хорошим образованием. Занятия онлайн экономят уйму времени. Консультация стоит 2850 рублей. А с промокодом КАРЕН вы получите скидку 20% на первую консультацию. Этот промокод важно ввести при регистрации. Ссылку вы найдете в описании. Сейчас во всем мире идет месяц гордости. Это месяц, когда квир-люди себе и окружающим напоминают, что у нас есть все те же права, что и у всех остальных. Право любить и открыто выражать свою любовь, право заводить семью и детей и так далее. И сериал «Квирография», он ровно про это же. Так вот, чтобы реализовать все эти права, даже в самые мрачные времена, нам нужны все те же опоры. Это близкие отношения, ощущение смысла в жизни и хороший психотерапевт, который поможет навести какой-то порядок в своих мыслях и чувствах. Если бы Владивосток был бы человеком, то он был бы парнем лет 28, ростом выше среднего, стройным, наверное, спортивного телосложения. Наверное, он должен быть геем. По характеру он был бы веселым, но с переменчивым настроением. Точно любил бы очень вкусно поесть. Ну, до квир места мы даем. Так и быть. По просьбе желающих. Не знаю, почему-то город кажется очень толерантным и, в принципе, каким-то очень действенным. Сейчас это почтовый переулок, а он раньше назывался Содомский переулок, потому что здесь, собственно, люди предавались страсти. Да, судя по полицейским рапортам, нет, просто в кустах. Я решил завести блог 5 лет назад. Я понял, что мне было бы интересно помогать другим людям организовывать путешествия. Это дом первого издателя газеты «Владивосток». Здесь до сих пор живут его потомки. Это вообще первый каменный дом Владивостока. Я всегда любил что-то советовать, чувствовал себя каким-то экспертом в чем-то. Изначально я вообще думал завести паблик, такой агрегатор дешевых предложений из Владивостока. Потом меня позвали в 2 блог-тура в Корею и в Японию. И как-то все закрутилось. Вот до сих пор я рассказываю про путешествия из Владивостока. Я не рассказываю о себе, потому что для меня ценность блога моего именно в опыте, который они могут повторить.
какой-то лайфстайл — это не моя история. Мне не настолько интересная жизнь, чтобы это захватывало. Как хорошо у тебя получается. Я гуляла с подружками и увидела, как организовывали съемку. Был визажист, стилист, модель, была целая команда. И я замерла просто. И вот стояла минут 30 и смотрела, что они делают. И после этого я поняла, что я очень хочу так же. И буквально мне нужно было 1,5-2 года, чтобы понять свою стилистику, ну и уже работать непосредственно с модельными агентствами или вообще с заказчиками не здесь. Супер. Отлично. Ну, вообще ко мне пришло случайно. И я не планировала, я хотела в фэшн всегда уходить. Но ко мне приходили клиенты, и они начали раздеваться на съемках. Просто вот раздеваются и все. Одна вещь снята была, вторая, третья, а я как-то отворачивалась, смотрю, уже голышом человек сидит. Я просто сначала опешила и говорю, а тебе нормально? Типа, ты хорошо себя чувствуешь? Он говорит, да, с тобой очень комфортно. И я такая, ладно. Это было эпично. Вот, я хотела, чтобы вот ремень в голове был. Я думала, что Вася бы сделал. Это часть меня, это большая часть меня. А работа сейчас — это 95% я и 5 тусовки какие-то. Из-за всего того, что у меня происходит в жизни, я ухожу в работу всегда. Чтобы шея у меня была. Шея. На каждой съемке у меня свой мир, и то, что там происходит, хоть апокалипсис будет, меня не будет беспокоить, пока я в процессе, в творческом. Ну, да, вот так вот. Как бы, ремень вот так как бы держит, а потом как бы... Ну, это такие дополнительные, которые наши. Вот мы сняли. В общем-то, мы сняли. У меня нет образования. У меня 9 классов и незаконченное образование среднее. На высшее не было там денег. Вот, ты чего доверяешь, и меня не жалко. Очень долгое время по этому поводу у меня было столько переживаний, столько стыда, что мне нет высшее. У меня образование модельер-конструктор. Правда, меня выгнали за поведение, да. Мне кричали вслед, что меня не возьмут на завод даже красить иголки, вот эти цветные, сушком. Но я единственная с потока, которая чем-то занимается. Скажите, пожалуйста, что это за ткань у вас такая хорошая? Я сама продавец, я сама придумываю стиль, я сама закупаю ткани, я сама придумываю эскизы, я сама рисую, сама утверждаю, сама собираю модели, которые будут. Это я сама. А я никому не доверяю, кто сделает лучше меня. Это естественно, поэтому вот эти, которые совершенство, это новые, да. О, ну класс, вообще класс. А их куда? Угу. Ну это я, да. Угу. А, чтобы они были вот так красиво. Видите, как оно, и все. Сейчас учимся. Я думала вот так вот сюда. Да, верно. Я думала, чтобы совсем как бы облегчить. Ну, зато как красиво, как эстетично вообще. Заморочиться, это же, блин. Это же вообще прелесть. Вообще я делаю то, что носила бы я. У меня 90% гардероба – это мои вещи. А мне нравятся черные, мне в нем комфортно. Другую одежду как-то примеряла или просто посмотреть. Мне кажется, как будто какая-то голая, не я. Я прям с целой привезу вам. Вот черный мне нравится, вот прям нравится. Вообще у меня должен быть вкус шариком подстрижен. А теперь вот он в жопе. Мы его назвали Зевс. Красавчик. Красавчик такой. Зевс.
Сень. Ну, кусайся, Сеню. Ну, Сень. Ах ты ж, блин, дурная. Ну, Сеня. Ладно. Так, ну что у нас тут? Что ты хочешь? Сень, да у тебя все есть. Ты манипулятор. Понял? Все есть. Что ты специально орешь, да? Пусть будет. Это вообще история всей моей жизни. Кого-то защищать. Спасение людей у меня началось с себя. Спасение себя еще в детстве, когда я научилась защищать себя перед братьями, которые, конечно же, любили обижать младшую сестру. И вот моя защита людей началась с защиты себя. Было жестко. В детстве у меня было, но я не думаю, что это мы будем обсуждать. Я занимаюсь активизмом с 2014 года. Не дай бог, в уставе твоей организации будет написано «Помощь и защита прав ЛГБТ-людей». Тебе не будут открыто писать, что мы не будем вас регистрировать, потому что у вас ЛГБТ, они просто тебе не откроют. Поехали. Всем привет. Меня зовут Регина. Я являюсь руководительницей Дальневосточного общественного движения «Маяк». И плюс также в «Маяке» по совместительству я психологиня. Геям, лесбиянкам, трансгендерным людям, бисексуальным людям нужна поддержка в создании пространства, где люди будут чувствовать себя в своей среде. Здесь можно быть полностью на все 100% тем, кто ты есть. Проблем я не мог решиться сюда прийти и открываться другим людям. В наш центр приходят в неделю человек 15-20. Это группа поддержки отдельно для женщин, отдельно для ЛГБТ-мужчин, это группы для трансгендерных людей. Ученик – это скорее про состояние, вот мы когда не в жертву попадаем, а такие, ага, а что со мной? И так по любой штуке, любая. Правозащитная деятельность в России, она отчасти вне закона, потому что многие правозащитные некоммерческие организации как бы помеха как будто какая-то. Помеха режиму, помеха политической системе, не знаю. Я не знаю, откуда у меня столько смелости, почему в наше время попасть в тюрьму для меня не является каким-то стопорем, да, остановкой. Я сам умею, я сам делаю. Я не могу сидеть на одном месте ровно. Мне становится скучно, как-то апатично. То есть я люблю движение, я люблю динамику. Тогда давай нам скорее ключик. И эту загадку вы провалили. Самый умный здесь я. Я уже закончил колледж культуры по специальности руководитель любительского коллектива творческого. После этого поступил в Государственную сельскохозяйственную академию на агронома, чисто там для своих личных целей, чтобы выбиться выше, так как диплом о высшем образовании сейчас нужен хотя бы какой-нибудь. Ну ладно, хорошо. Что нам нужно делать? Нам нужно играть против тебя 1 на 1. Окей, хорошо. А дальше что? Идем. Ну, хоть дети хорошие, два дочки капризные. В 8 утра. Это у нас сейчас учеба, пары в академии,
потом работа в аниматорстве, либо в администрации. Я всем говорю, что я работаю в администрации города, потому что более престижно. Но если копнуть, то это орган самоуправления. Значит, спиртовые? Не знаю. Да, совет говорит с антибактериальным эффектом. Антибактериальный эффект – это только спиртовые. Спиртовые на лицо нельзя, потому что что? Слушает. Это как мы так быстро опоздали? Хочу уйти именно вот в политику, в отдел культуры. Я выступал и перед Путиным в свое время. Мы танцевали народный танец и танцевали современку. И вот он смотрел. Клуб все-таки это, как говорится, у нас запретная часть, потому что у нас в России запрещено все это, как бы пропаганда это всего. Я отношусь к этому нормально. Не ко всему, конечно. К парадам меньшинств, лесбиян, геев, кого-то еще я отношусь как-то нейтрально, но я этого не понимаю сам. Парад – это что-то важное, что-то такое сакральное. Поэтому я сам не люблю, когда люди бегают с флагами, кричат, типа, я вот того-сего. Это портит впечатление обо всех. Драг мне дает, наверное, чувство зрительской любви, аплодисментов. Я занимаюсь танцами с 6 лет, с самого детства. Я понимаю, что я ж не молодею, а это очень хорошая возможность выступить. В образе меня зовут Диадема Хайтс. Она вся из себя принцесса, то есть она такая вся милая, такая вся правильная, такая, как я в жизни, только девочка. Вышла с улыбкой такая народница, такая, «Эй, здравствуй, люд честной». Наверное, одна из причин, почему я люблю работать в клубе, не то, что звезда, но, как сказать, уже необычный человек, какая-то вот персона, которая приходит, люди смотрят, дарят цветы, там фотаются. Кому-то интересно познакомиться со мной, кому-то интересно познакомиться с кем-то из артистов. Что ты слышишь? Слышу, как ты дышишь. Что ты видишь? Нет, отношений у меня, кстати, нету, потому что у меня нет на это времени, честно. Вообще на Дальнем Востоке знакомиться сложно. Все друг друга знают, потому что одни и те же, как говорится, на манеже. Нелегко знакомиться с парнями в Владивостоке. С моей стороны все легко, со стороны парней все тяжелее. По разным причинам я не подхожу. То есть там по внешности, по общению, мне отказывают. Любовь без взаимности, мне кажется, это прям моя тема, то есть всей моей жизни. Почему так случается, что я влюбляюсь именно невзаимно? В общем, конечно, традиционный подход. Мне комфортно, в принципе, в одного, но в последнее время, больше, наверное, последний год, я задумываюсь о том, что, наверное, было бы классно иметь какого-то человека рядом. Вот, так сказать, в феминистках конца XVIII века, в предыдущей лекции нашей. Антидепрессанты я начал пить в декабре прошлого года. Как раз была влюбленность, был кризис на работе. Я понял, что то, чем я занимаюсь, просто не вывожу. Мне очень сложно просыпаться по утрам и ехать на работу. Это началось не просто в один день, это постепенно накопилось. Я, в принципе, всегда был достаточно тревожным человеком. Просто утром я проснулся и понял, что пора обратиться к психологу, как минимум. Первый эффект я заметил спустя месяц, когда неожиданно я просто проснулся и понял, что у меня голова чистая, нет тревожных мыслей, нет ожидания какого-то пиздеца, который произойдет на работе, в личной жизни. Если раньше я считал себя на 2, то сейчас на 4 с минусом.
Это костюм 18 века офицера. Ну, конечно же, реконструирован. Выставка «Судьба командора» Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Памяти просто нет. Я влюбился в парня, да, может быть, 12 лет назад. Сначала он мне так не понравился, и что-то он меня как-то осаждал. А потом что-то вдруг я так влюбился, больше я его не оставил. Это не означает, что то, что я дальше скажу, не имеет никакого значения. Просто иногда я буду делать долгие паузы. Вот ты влюбляешься, да, в человека. Не в количество ресничек на его глазе, в бюст, в что-то еще. Тебя захватывает вот этот человек, и дальше тебе так становится все прекрасно в нем физически. У тебя нет барьера, в общем, перед телом, перед этим. И тебя дальше каждый кусочек, ну, как бы тебя возбуждает в этом мужчине. Страшно или нет? Нет, не страшно. Но я же как, вот я тебя люблю, как я могу бояться? Но вообще ничего не страшно. Я пойду, потому что я боюсь, что сейчас мне нужно стоять там и швабру. Давай, Аня. Как хороша. Бегом побежала, все. Почему мы расстались? Ну, как-то оно все так стало закручиваться. Ну, понимаешь, мы не расстались. Вот в чем дело. Просто мы перестали жить вместе. Но при этом у нас есть и общая жизнь. Безусловно, мы очень любим и бережем друг друга. Никогда у меня не было такой ситуации, чтобы я искал, в кого влюбиться. Искать — это как стоять в очереди, понимаешь, где-то. Все время ты находишься в каком-то процессе влюбленности. Ну, не знаю, жизнь-то одинокого человека или не одинокого. Я не считаю себя одиноким. Не считаю. Мне кажется, вообще так клево все. И правда, такие прекрасные люди рядом со мной. Обязательно кто-то придет, и там всем будет прекрасно. Пожалуйста. If you get power, power есть все. It's a long way. It's a long way. Turururu, turururu. За вот последние полгода у меня так много всего поменялось в жизни. Все мои идеи на жизнь, они очень сильно поменялись. Так получилось, что вот вошел в мою жизнь прекрасный, красивый, невероятный человек. Просто ворвался, я бы сказала, каким-то вихрем. Ты вагинист, получается? Я вагинист! Это лучше. Теперь я не фотограф, теперь я вагинист. Я никогда не влюблялась в девушку, это был первый мой опыт. Насколько мной движила какая-то любовь, вселенская энергия у меня шила в жопе было 24/7. Не знаю, как я вывозила всю работу и еще там бежала к ней. Ты же знаешь, что это ты у нас мать. Вот если ты так будешь делать с вагиной, то я знаю, что у тебя появится девушка. Я ей благодарна за это. Ну, это очень круто было. Спасибо. Переломный момент начался
Через 2 месяца буквально, потому что она влюбилась еще в одного парня. Похоже на лодочку. И она говорила о том, что ее не поймут родители, окружение может ее тоже не понять. Это не бисексуальность, это человек-гондон. Ну, то есть если он прыгает из одних отношений в другие. Литр находится чуть выше. Чуть выше, да, значит? Да. Ну, милая, только ты знаешь, где клитор, понимаешь? Сейчас подожди, вот так вот, да? Сильно высыпал. Ну, секс — это одно, а когда любовь, чувства, ты уже как хочешь семью, детей, настроить с этим человеком жизнь. Зачем тебе прыгать куда-то? То есть у тебя есть человек, неважно, что у него есть внизу, наверху. Ты идешь руки? А, еще. Давай. Мама, мне тут все. Ну, это пиздец, сейчас. Как я пойду на свидание? И ты спи. Все, погнали. Да, она такая механическая, поэтому очень тяжелая такая. Я осознала свою сексуальную ориентацию после 30 лет. До 30 я это не называла, не давала этому определения. Я это никак не называла. И все. Ну, просто, да, у меня был секс с девушкой, все. После 30 путем раздумий, проработки, принятия пришла к тому, что я смогла себя как-то называть. Давай, сидеть. Шикибоп. Сядь. Вот так. То есть не просто там у меня были с кем-то связи, а, да, я лесбиянка. Самая яркая история первой любви – это Антонина, с которой я встречаюсь сейчас. До того, как мы начали встречаться с Антониной, она говорила, я гетеросексуальная женщина. А я смотрела на нее и думала, ты нормальная? Потому что, ну, все равно какой-то гей-радар срабатывает, и видно. И когда мы уже начали встречаться с ней, она мне рассказывала, что у нее был секс с девушкой. Просто, наверное, она опять же, как и многие, там это не называла гомосексуальностью. Когда-то, когда мы начинали встречаться с Тоней, это была наша первая кастрюля. И мы начинали встречаться. Она не хотела со мной встречаться сначала, потому что она не хотела там семью и все такое, бытовуху. Я говорю, ну давай, короче, бытовухи не будет. Ничего бытового не будет, просто, ну, как бы, просто, не знаю, просто там, только секс. Только секс, больше ничего не будет. И это было, она говорит, ну хорошо. Через неделю мы поняли, что есть без бытовухи невозможно. Мы жили в съемной квартире, и там ничего не было. Я говорю, слушай, ну хотя бы давай одну кастрюлю купим. А мы договорились ничего не покупать, вот, потому что вот эти покупки, как бы бытовуха начинается, все это съедает романтику, съедает страсть там типа. Я говорю, давай хотя бы одну кастрюлю. Блядь, это была первая кастрюля. А сейчас просто какой-то трэш просто. Одни кастрюли. Один камин-аут я совершила маме, и это была мама, я лесбиянка, она, ну, понятно. И дальше что-нибудь там. Как у вас погода? Нормально погода. Ну, понятно. Наконец-таки. Что, наконец-таки? Ты пришла. Прикольно, да? А типа и вроде... История второго камин-аута – это более такая веселая история. Камин-аут я совершила брату. Я встречалась с первой девушкой. Жила. Он говорит, мы с женой там, с детьми к нам в гости приедем. Они не знали, что я с девушкой живу. Я ему пишу, не надо к нам в гости приедем. Он говорит, ну, ты ненормальная, мы же осетины. Родственники для нас это там очень важная там, часть, так нельзя. Я в тот момент думаю, ну, в принципе, наверное, настал тот день и час, когда пора совершить камин-аут. Я ему в одной смс-ке написала все. Он написал, и что? И что, я поэтому не могу приехать? Я говорю, ну все, хорошо, приезжайте. С самым старшим братом ты не общаешься?
Хорошо. Не буду, Совсем? Не буду туда лезть, видимо, да? Да, зачем? Думаю, чудо. Зевс, давай, 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 давай сюда. Зиги. Давай, давай, иди сюда. Давай его сюда. Вот так. Рокс, включи сначала, я сейчас помню. Проблем, почему я не ищу отношения, потому что мне интересны отношения, но не интересен секс. Я не люблю секс в том проявлении, наверное, вот как-то сексуал, пансексуал, не знаю, как правильно. Конечно, бы хотелось, я же человек, я тоже хочу любви, просто за ручку походить. Но я как-то спокойно и без этого живу. За ручку, за ручку. Не надо. Наверное, это все-таки отголоски детства, что рано потерял родителей и, наверное, не додали любви. Да, мы на всякий случай записали. На самом деле у меня вот при всей своей такой лучезарности и доброты у меня очень тяжелое детство, что у меня нет родителей, ни мамы, ни папы, только тетя и дядя. А можно насчет отца, никогда у меня его не было, вообще слова никогда. А мама умерла у меня в возрасте 7 лет. Я же ходил на практику. А я что, нет? Она у меня была очень добрая, очень хорошая такая своеобразная, скажу, потому что все-таки это были 90-е. Поэтому она была такая авторитетная женщина. К ней приходили за советом. Она в свое время там улицу держала, крышевала. И часто были дома, знали, что вот наш дом трогать нельзя, потому что если залезешь в наш дом грабить, то уже можешь не найтись. Надо было ходить, Леша. Надо было тоже ходить. А у меня и так все поставлено. А, я так поставлю. Детство было вот очень сложно. Сейчас, конечно, у меня все хорошо. Конечно, не без помощи тети, не без помощи дяди. Дядя не знает, а тетя, она знает, что я работаю в клубе. Она, конечно, поначалу это не одобряла. Просто перестали общаться. Из дома, конечно, меня не выгнал никто, но отдельная полка в холодильнике у меня появилась. Стираться к друзьям, чтобы лишний раз не сломать там ту же самую машинку. А мало ли сломаю, еще виноват буду. Скорее всего, я переберусь в ближайшее время в Владивосток, так как тут больше возможностей. Здравствуйте, у вас будет одно место до Владивостока? А можно ПГСХ? Да, хорошо, сейчас. Угу. Все хорошо, сейчас. Я написала себе, знаете что, перед днем рождения, что типа я уже типа взрослый человек, надо попробовать типа новое. Я написала исключить по возможности мат. Ну есть же эти, как его, господи. А когда, как называется, когда чего-то отказываются люди? Аскет. Да. Аскет. Аскет, да. Аскезу сделать, да. А исключить по возможности мат, исключить кофе, исключить осуждение, осуждение исключить, не осуждать людей. Не получилось. Принятие быть, пока не выходит, да, учитывая ситуацию. Физические упражнения ежедневно. Вылетело нахер. Да. Ну, читать, исключить фоновый шум, сеть, информацию ненужную. Читать, изучать, заботиться о своем здоровье. Вот, мата, пока только кофе получилось. Детство у меня было классное. Вот мы получили новую квартиру, у нас был ремонт, у нас была дача. Я очень катала на санках, коньки, я училась хорошо в школе. Меня водили на танцы, в художественную школу. Мама меня наряжала. Ну, как бы все такое было очень, ну, прям классное. Потом мама забеременела, родила второго ребенка, и у нее спровоцировался рак. Рак саркомы, и она умирала. Она позвала меня и сказала, что дальше тебе придется быть самой, за себя, сама. Надейся только на себя в этой жизни. А он плавать любит. Тетя меня воспитывала. Дядя, тетя. Приличные, порядочные люди. Она учительница русского языка, литературы.
И она не ласкова была со мной, не жалела, не разговаривать, не там какие-то вопросы. Я не пошла на выпускной, потому что мне не купили платье, я пропустила. Притом меня никто не бил, никто не обижал, никогда не матерились при мне, семья образцовая. Я очень долго была по поведению как собака. Я жила с 14 лет с пониманием того, что мне будет 18, я просто повешусь и все. Ну, потому что каждый день тебе говорят, там, 18 будет, типа, ну, иди куда хочешь. Мне невозможно было прошибить ни на что, ни на одну эмоцию. Там, «Титаник» плакать – вообще ерунда. Там кто-то это – ерунда. Пока мне не встретилась первая девушка, в которую я влюбилась. И потом стали появляться в моей жизни люди, которые меня окружали. Добрые, мягкие. Мне не надо было кусаться. Мне не надо было защищаться. Вроде хорошо все, вот хорошо все, но что-то как не то. А оно просто все копилось, все копилось, все копилось, все копилось. И просто для меня раньше было типа, ну, депрессия. Думаю, ну, заняться нечем. Но это не пустой звук. Это вообще не такое, не пустой звук. И ты просыпаешься и думаешь, поскорее бы 9 вечера, потому что в 9 можно лечь спать. Я иногда, кстати, раньше думала, что я говно, а потом подумала, ну, если я говно, ну, не могло быть таких людей рядом. И сразу все успокоилось тогда. Все. Был такой момент, ну, нифига, блин, прям какое-то говно. То, ну, нет, так не может быть, говно, не может быть таких людей рядом, или такое окружение, или там, так нет, говна так не складывается. Мой любимый стих в школе был в Лермонтовом «Цире». Любимые строки в школе мои были: «Я жил в призрачных стенах, душой дитя, судьбой монах. Я никогда не мог сказать заветных слов отец и мать». Я только сейчас стала понимать, почему мне нравится этот стих. Потому что вот по ощущениям у меня не было никогда вот таких пап и мам, которые бы заполнили свою часть родительскую в моей душе. Может, у тебя пальцы сломаны, потому что ты не позвонил. Синяя, не кусай собачку. Пожалуйста. Ай, что такое? Когда мне мама рассказывает свою очередную историю моего происхождения, да, я начинаю уже сомневаться, что она знает эту историю происхождения, и, соответственно, начинаю сомневаться, что она ли мне биологическая мама, потому что слишком какие-то странные истории, слишком неправдоподобные иногда, и она их меняет. Я у нее спрашивала об этом напрямую, задала вопрос: а ты-то мне биологическая мать? Она говорит: да. Прям клянусь. Честно, да, я биологическая мама. Про папу я знаю ровным счетом ничего, да, потому что год назад я узнала, что мой отец не мой отец. Фамилия Дзукоева просто потому, что мама имела эту фамилию и передала мне там в роддоме эту фамилию, записала свидетельство о рождении. И вот только в 38 лет я выяснила, что мой биологический отец не тот, кого я считала биологическим отцом. Но хотя бы многие вещи в моей жизни стали на свои места. Такие вещи, как отсутствие отца. Я думаю, здесь важен не факт биологии, а пиздеж. Тут важен факт обмана, который строился 40 лет. Неважно, кто какой биологический, он захотел установить справедливость. Его несправедливо приписали в отцы, несправедливо унижали, что он не помогает
Я думаю, ему было важно сказать, что, нет. Я не потому, что я плохой, я просто развелся с твоей мамой и уже жил с другой женщиной, рожал детей уже с другой женщиной. Для меня тоже важен факт даже не биологического, там кто биологический, мой отец, а факт того, что так нельзя делать с людьми. Нельзя так делать, нельзя угодить. Да, я надеюсь съездить туда, где я жила, где я ездила на трехколесном велосипеде, где я ходила в школу. Интересно посмотреть, как сейчас мною этот двор будет восприниматься, школа. Я думаю, это на уровне ощущений. Да, я все нашла. Я сама все нашла. Почему мне так хочется в Владикавказ уже много лет? Зачем? Но мне хочется. Это ресурсно очень. Это будет для меня дополнение в моей душе. Это наполнение моей души. Мое счастливое будущее. Я вижу себя с парнем. Живем мы вместе в Владивостоке. У нас есть возможность постоянно куда-то уезжать. В идеале бы я находился бы в Владивостоке 30% года. Это межсезонье, осень и весна. Нам рыбу надо делать. Мы путешествуем, это 100%. Мне нравится ощущать, что мир какой-то большой. Вот за этой всей обыденностью, в которой ты находишься, там работа с 9 до 6, что есть другой мир, и ты сидишь вот за границей, и такой пьешь кофе, смотришь на людей, думаешь, у них все по-другому, у них тоже такая же обыденность, как у тебя, но она другая. Почему-то я испытываю от этого кайф, от понимания того, что вот такой вот мир большой и интересный. Наташа меня увидела в клубе, она была с другой девушкой, увидела меня. Говорит, влюбилась с первого взгляда, прям сразу с первого взгляда. Она меня зацепила юмором. Я очень такая самостоятельная всегда с детства. Очень надеюсь только на себя, а с ней как-то мне было под защитой. Как будто вообще все равно, что будет твориться, и мне так было спокойно. Спокойно. Я поймала это. Я мечтаю ехать в самолете и не тревожиться. Я хочу хоть раз нырнуть с пирса. Я хочу научиться на велике кататься. У меня есть классный велик, но у меня не получается. Мне не получается. Наташа подарила такой красивый велик, белый, с корзиной. И мы вот позавчера сидели, я говорю, Наташа, я тебе куплю нарды, а себе шляпу. Она говорит, почему мне нарды? Я говорю, а что, тебе шляпу? И мы будем классно пить виски. Я буду в шляпе, достану все свои там эти сумки, вот сюда ходить. Там, опять шуб, говорю, к тому времени еще будет. Говорю, все шик. Я думаю, что у нашего поколения вообще нету какого-то гендера. Все скорее романтики, верят в любовь и говорят о том, что когда я влюблюсь, тогда я и влюблюсь. Кто это будет, неважно. Да, я гей или да, я лесбиянка. И причем буду это нести с гордостью и честью. Он миленький. Каких-то грандиозных планов о завоевании мира нет. Я стараюсь не загадывать, потому что я знаю, что все очень сильно меняется в секунду. Леша, на Ксюше. Ты готов? Так, Вася. Я раньше думал, что, в общем, мне все равно, где жить. То есть я могу работать в Москве, в Нью-Йорке, где угодно, но жить я могу здесь. Это все реально. Там мы можем вылетать, все работает, самолеты летают. И мне кажется, нет идеальной какой-то розовой страны, какого-то прекрасного города, куда все бегут, и там летают какие-то бабочки, и все порхают и пахнут духами. Пока я могу здесь что-то делать, пока это здесь кому-нибудь еще нужно, я буду делать здесь.
Пока.